Друзья, всем привет! Рядом со мной находится Дмитрий Миненков, известный также как Дитяра. Привет, Дим. Привет. Также по левую руку от меня Данил Дэнди Шутин, известный как Дэнди, Даня. Левая рука. Привет. Мы решили записать такое двойное интервью, чтобы... обычно, когда записывается интервью с одним человеком, обсуждают других игроков, а тут мы устроили очную ставку, посмотрим, как вы будете отвечать на наши вопросы. Давай сразу тогда руби, сразу. Нет, сначала будут серьезные вопросы. Начнем мы прежде всего с тех результатов, которые вы сейчас демонстрируете. Давай, Даня, а зачем ты выбросил вейл? Нет, это потом. Вопрос такой, какую работу вы над собой проводите, что она приводит к тем результатам, которые вы сейчас показываете? Дим. Мы готовимся к каждой игре, анализируем своих соперников и смотрим на свою игру также, что мы можем изменить, сделать лучше. Никогда не расстраиваемся особо после поражений, в том плане, что у нас это все спокойно проходит после этого даже обсуждения, что нам нужно поменять, чтобы выигрывать. У вас был такой некий даунстрик, и что мотивирует сейчас, не знаю, с новыми силами играть? Все-таки после поражений бывает сложно собраться. Но тебя лично. Мы уже собрались, уже ничего не мотивирует. А был ли какой-то период, когда было сложно, не хочется заходить в доту, не хочется играть, потому что постоянное поражение? Да, я ухожу на фейк играть, потому что на мейн-аккаунте неприятно, пишут в чате все. Интересно. Дань? А я на фейк не ухожу. Я танкую. Я мощный, у меня кожа толстая. Панцирь. Брист. А я им в ответку сразу пишу дипломатические фразы. Серьезно, твое мнение по поводу того, почему вы сейчас так рванули вверх по результатам? Потому что Витька в нашей команде. Витя машина. Ты не слышал? Нет. Витя это машина. Экс-машина. Реально, мы игру проигрываем 20 тысяч. Витька тем временем. 3 барака у Virtus.pro как не было. Нет, подожди, то не Virtus.pro были. Vegas Quadron. Vegas Quadron. В общем, Витька машина. Если, заметь, не было Витьки, не было результатов. Витька появился, Ты сейчас... стрик, вин-стрик, тупо 15 подряд. Потом Витьке просто скучно стало, он давай рофлить, типа, таунты в игре, ахаха, танцует Фурион, короче. Потом едем на Dota Pit, разваливаем одного, второго, третьего, поддаемся ЕГЭ. Потом, надо типа, интрижку сделать. Да. Потом снова катаем онлайнчик, Витя опять одной ногой говорит, все, я только теперь на ланах играть буду, говорит. В онлайне не серьезен, машина реально тупо давит. Приезжаем на Старладер, и Витя включается. Давай, переехал, одного, второго, третьего, топит, душит, не стесняется. Приезжаем, он говорит, ладно, в онлайне доиграем уже пару дней, так и быть, буду старательным. И мы реально играем, проигрываем Vegas Quadron, и он просто включается, 3 барака как не было. Последите за ним, посмотрите, да, ребят. А если серьезно? Если серьезно, какую конкретно работу проделаете над ошибками? Да, серьезно. Серьезный же вопрос. Мы серьезные люди, серьезный вопрос, серьезное интервью. Нави, сильная команда. Очень сильная команда Нави. Сейчас особенно сильная. Да. Ладно, Дим. Подожди. Дим, серьезно, какую конкретно работу над ошибками вы проводите? То есть ты говоришь, что вы после поражения собираетесь, обсуждаете? Да, собираемся. Есть ли кто-то, кто не хочет собираться и постоянно отнекивается? Или сейчас вы... Витя машина. Говорит, мне эти реплеи не надо смотреть, я их и так раздавлю. И так давит ведь. Мы вчетвером смотрим, а Витя машина потом включается. Нет, шутки шутками, серьезно, Витя просто красавчик. Хорошо. Сейчас самый мощный реально. Из уфейнеров ему равных просто нет. Вы просто последите. Он умеет играть всем. Мы ему даем специально, не хотим палить стратегии. Типа Витя на бетике, войдике там. Начали беста включать. Потому что реально спустишь его с цепи, так он вообще их тупо крошит. Фурионом бараки забрал, Джаггернаутом раскрутил. У него винрейт вообще нереальный, короче. Мне кажется, он тебе доплачивает за пиар какой-то. В смысле? Что-то... Я серьезно сейчас. Ты меня просил серьезно? Я серьезно. Я не знаю, зачем ты теперь это. Есть, может, какие-то таблички придумаем, там, серьезно, несерьезно, потому что...
Почему, значит, ты говоришь, хорошо все у нас стало? Потому что команда мы, Олег. Одно целое. Сплоченный коллектив. Согласен? Да, согласен. Хорошо, ладно. Вопрос следующий. Результат на Старладере. Вы до этого были на буткемпе в Китае и, как я понимаю, очень много тренировались с китайскими командами. Помогло ли это, эти тренировки, проявить себя очень хорошо на Старладере, прежде всего против китайских команд? Дим. Да, против китайских команд мы подготовились довольно неплохо. И уже не было даже какого-то ощущения, что это сильные более команды, чем европейские, потому что мы с ними много играли, и в основном наравне это было все. Так что, думаю, да, буткемп прошел успешно. Как много вы там играли с китайскими коллективами? Говорят, что очень жесткие китайские пабы. Горело ли у вас там в этих пабах? Да, пабы мы остановились играть в основном почти все через несколько дней. Чего? Неприятно было играть в пабы китайские. А Побед не было. Серьезно? Всё красное. Там, если сравнивать уровень, не знаю, матчмейкинга, там повыше? Не знаю, но ММР вниз идет стабильно. Там пересаживался на фейк-аккаунт. Нет, там я просто перестал. Там не пишут в чат. Там обычно ты, если типа у тебя все хорошо, тебе ничего не пишут. А если плохо? Если все плохо, точечки в чат. И зависимо от того, как плохо, столько точечек ты получаешь. Одна точечка, ты плохо сыграл. Две точечки, типа раздельно большие, там кругляши такие, там не просто точки, там такие вот дырища тупо. Это какая-то черная метка. Две дырищи ставят, значит, ну очень плохо сыграл. А три типа ливай, вообще забивай, доту удаляй. Вот я пока до 3 точки получал, отвечаю. Как вы находили праки, с кем играли? Насколько я знаю, достаточно сложно найти соперника там на китайской арене, когда вы приехали, никого. Или у вас были знакомые, скажем так, в стиме, с которыми вы договаривались? Нам очень помогал Йен, чувак, который, то есть, чей это был компьютерный клуб, насколько я понимаю, вот, там, где мы играли. И он договаривался со всеми, мы просто, то есть он нас спрашивал, какое время нам удобно, с кем мы хотим играть, предлагал. С нами вообще весь Китай хотел играть после первых дней, когда мы там с КВшкой какие-то сыграли. Видимо, инфа какая-то просочилась. Вот. Ну и... Проникли в Китай. Да, буткемп в Китае дал нам в основном уверенность в том, что мы можем обыграть любую китайскую команду. Вот. Дим, в принципе, помимо буткемпа в Китае вы еще проводили промо-активности. Не мешала ли промо-активность тому, чтобы потренироваться хорошо? Мешало. Мешало? У нас мало времени было. Первые дни все были заняты, мы КВ не играли. В итоге у нас за весь буткемп был один день, где мы сыграли 8 КВ, а в остальные дни мы не особо потренировались. Там 3-4 максимум. Так что могло быть и посильнее. А с какими командами играли? Со всеми. Я не знаю, я с китайцами играл, я не запоминал команды особо. Понятно, хорошо. Дань, можешь вспомнить какую-то историю в Китае, которая запомнилась, была смешной, интересной? Про Витю машину? Нет, давай не про Витю попозже. Еда, насколько я знаю, вы там ели что-то очень... Мы записывали там определенные видео, где мы ели определенную еду. Вот. Могу рассказать для Вани эту историю отдельно, специально. Который сидит, смотрит. Что мы ели, да. А он не ел? У него гастрономический шок, да, был. Он определенную только еду может есть. Вот. Креветки там, краевские. Или царский цезарь, салат, или еще что-нибудь такое. Вот. А там принесли слизняков, улиток, жаб, чертей, скорпионов. Тупо жрали все дерьмо, которое только могли. А это, было... Ваня ушел. Минус на парочку. Это было задумано или вас заставляли? Или кто-то хотел есть это? Да, не хотел. Не, я не хотел. Я ел там, что-то похожее на каштаны. Что-то похожее на каштаны были. Какие-то китайские каштаны необычные. Вот. Но потом ворвалась Витя машина. Все съел? Слопал все, не оставил никому. У него есть соляная кислота, которая помогает переваривать, наверное, не? Да. Хорошо.
От турнира к турниру вы демонстрируете все лучшие и лучшие результаты. В принципе, наверняка вот когда у вас был даунстрик, вы не показывали такие результаты, потому что у вас не было участия на лан-турнирах. Ощущается ли то, что вот у вас появляется больше возможностей, соответственно, ну, больше возможностей себя проявить? Скажем, на лане вы, ну, это второй лан, если не ошибаюсь, в этом составе для вас. Да. Помогает ли, ну знаешь, как вот в киберспорте часто бывает так, что у кого-то есть возможность, у кого-то нет возможности. То есть примерно та же ситуация, наверное, будет с мажорами. Если у вас есть возможность получить инвайт, да, то вы будете там участвовать. Если у вас есть возможность как-то, ну, не знаю, проявить себя вот на том желании, поиграть с сильными командами, то ну, не хватало ли вам, скажем так, участия на лан-турнирах, чтобы почувствовать вот этот голод к результатам, к победам? Ну, конечно, все так и есть, что квалификации играют 8 команд за один слот. Все эти 8 команд довольно-таки неплохие, могут победить друг друга. И тебе нужно каждую эту квалификацию бороться. Везде только один слот, больше не дают. Так что проходить на ланы – это самое сложное для команды, которую не приглашают напрямую. Дань, а вот ты наверняка привык к тому, что вам часто раньше давали очень много инвайтов, а тут квалификации, дно, лестница, нужно карабкаться. Я квалификации называю битвой собак за кость. Тупо собаки набрасываются, и там одна кость. И какая-то из собак побеждает. Вот. Нам посчастливилось, что мы выиграли отборочный Dota Pit, второе место на Vplay. Потом мы выиграли отборочный на Dream League, отборочный на ESL. И второе место на ESL отборочных в Манилу тоже мы заняли. То есть мы практически везде, как бы мы там кому иногда не проигрывали, все равно показывали достойные результаты, я считаю. Вот. После прихода Вити Машины. Это как бы понятно, я уже не спорю с этим. Но непосредственно, когда ты участвуешь на лан-турнире, придает это уверенности? Или, скажем так, что вы как команда лучше играете на лан-турнирах, чем на этих квалификациях, на онлайн-отборочных? Мы 100%. Так, наверное, любая команда, но на нас это еще более влияет, потому что, ну не знаю, мне так кажется, очень мы все-таки ланозависящая команда, на лане выкладываются все намного больше у нас, как-то так получается. То есть онлайн, даже когда все понимают, что очень важный матч и все такое, если мы сидим не на буткемпе, а где-то по домам, то все равно на 100% не получается порой выложиться у всех. Кто-то может там не дожать, еще что-то такое. Вот. А на лане такого нету. Там мы друг друга видим, морально сплоченные, не только морально сплоченные. И мы душим, топим, крошим. Вот. Поэтому, да, на ланах мы будем играть лучше, скорее всего. До каких-то конфликтов или каких-то, не знаю, недопониманий. Ну, понятное дело, что то есть, всегда после подъема должен быть спад. Нет, подожди, вот ты заговорил каких-то конфликтов, подъемов. Дим, помогите Мэйту, расскажи, какие сейчас есть сложности в команде, если он об этом говорит. Ну, то есть реально, есть ли в команде что-то, что вам там, сейчас мешает? Ну, Мы сейчас всех выигрываем, о чем да. ты говоришь? Нет, ну он говорит, что какие-то сложности. Могут быть, Да. но сейчас нет. Какого характера эти сложности вообще могут быть? Ну, то есть кто-то не выспался, либо кто-то не хочет слушать других, не хочет участвовать в обсуждении. Ну, конечно. Витя Машина, если всех выигрывает, всех уничтожает, а потом мы проиграем игру, он уже такой ЧСВ может подрубить, сказать, ну вы что не тащите, ребята, что я старался, а вы... Так что такое может быть, но будем надеяться, что Витя так не будет делать. Окей. Вопрос серьезный. Ваше отношение к такому понятию, как новая эра? На визбэк. Что? Когда мы проигрываем, это относительно плохо все идет. Когда мы выигрываем, это наоборот. Так что, как бы я не знаю. А заряжает ли как-то вот эта поддержка, что сейчас хайп вокруг вас такой? Что вот new era. Ну, вы знаете, как это, как, не знаю, обнулить результаты и снова с чего-то идти, что там, не смотрят на ваше прошлое, скажем так. Да не знаю, мы сейчас просто хорошо играем, уже без поддержки, без какой-либо. На StarLadder это, может, сыграло какую-то роль. Сейчас мы играем так хорошо.
Ну вот, кстати, вопрос по поводу поддержки на StarLadder. И возвращаясь к тому вопросу, что на ланах вы участвуете лучше. Опять-таки, на лане вы чувствуете непосредственную какую-то энергию, поддержку, которая тоже наверняка вас заряжает, да? Конечно, особенно на киевских ланах. Ну, между прочим, на Дотапите нас тоже поддерживали, наверное, больше всех. Вот, и это ужасно чувствуется, эта энергия, даже от поддержки болельщиков, которые дома сидят, она все равно чувствуется, даже через интернет она чувствуется, потому что мы читаем наши там твиттеры, еще что-нибудь, вот. Будет вопрос, да, об этом. И это нас заряжает положительной энергией, желанием побеждать, большим еще рвением, вот, и мы подтягиваемся за Витькой как-то. А твое отношение к этому понятию «новая эра»? Мое отношение к понятию «новая эра»? Да, ты много эр наверняка в Нави пережил. Сейчас это эра. Ох, забавная фраза. Ох, кто ее написал, кто ее придумал, зачем это было сделано? Мы не узнаем, но ты отвечай на вопрос. Да не, я нейтрально отношусь. Мне все равно, новая эра, не новая эра. Все, мы команда, это самое важное. Хорошо. Совсем скоро выходит новый патч, буквально вот через неделю или через сколько, не знаю. Ваше отношение к тому, что в этом патче могут поменять и что, по вашему мнению, стоило бы там не менять? Чена и Инчу, да, окей. Да, Чена и Инчу оставляем. Ликантропа, я думаю, можно забафать. А то его команды его не пикают. Что-то я смотрю ланы, они его игнорируют. Потму тоже можно еще немного забафать. Есть еще куда расти. И что насчет Квапу биста можно для забафать, Вики машины? Пуджа забафать нужно обязательно. Что насчет бисмастера для машины? Не, его и так контестят сильно. Все хотят биста. Его не надо бафать. Окей, что бы ты не менял в патче? Бетикой Войда я бы тоже не бафал. Хватит уже. Не, серьезно. Вот, ну, как бы, всегда, получается, сейчас команды приспосабливаются к какому-то патчу. Что тебе нравится в этом патче и что реально не нравится? Мне нравится, что можно... Все команды пикают что-то свое. И в основном герои даже не так односторонние. Все берут ОД и все берут Свена. Такого нет. Всегда на разных турнирах мы увидим что-то новое. Дань. Да. Очень интересно. Да. Чтобы, ну, ты любитель вот этих всяких раскладов о том, что тут усилили, не усилили. Что бы ты поменял в патче вообще и чего ты не Я бы двигал доту в сторону скилла, чтобы сильный игрок, который умеет играть, который может переиграть соперника, получал за это больше вознаграждения, который мог бы это вознаграждение потом использовать по игре. Дота движется в сторону простоты, упрощения, да, и командной игры. То есть, чем больше ты команда, тем лучше ты играешь доту, и она с каждым патчем и все это легче, легче, легче. Нет? Это правильно. Но также я бы двигался и в сторону персонального скилла игроков, чтобы если игрок сильный, он мог себя проявлять и за это получал определенное вознаграждение. Сейчас этого вознаграждения практически нет или нет вообще. Одна смерть, и все аннулируется. Все, что ты там, все твои старания, хоть ты как угодно играй, неважно. Хорошо, что бы ты не менял? Чтобы я не менял? Ну, мне нравится то, что Dota стала более командной игрой. Я бы это не менял. Это направление правильное. Вот. Не знаю, баланс в патче очень тяжело что-то двигать, менять и вообще использовать. То есть камбэк-механики и так далее. Все, что если хоть чуть-чуть затронуть, все перевернется очень жестко. Поэтому это надо к Айсфрогу обращаться и думать, что там менять, не менять и всякое такое. Дим, как ты думаешь, какой герой самый недооцененный сейчас вот в этом патче? Ну, это такой, знаешь, сквозной вопрос к тому, каких героев бы ты, наверное, усилил или не трогал снова, только уже с серьезной Ну, Ликантропа не пикают. Мы на нем все выигрываем, но его не берут. И в пабликах он тоже заходит. Месяц назад в пабликах Ликантропа берешь, тебе пишут, что ты взял, что ты делаешь. Что ты взял? А что это ты взял? Но это как бы, знаешь, это ж веяние, ну, это больше веяние моды или все-таки реально он технически слабее был? Месяц назад он был такой, как сейчас. Что?
То есть это просто мода, что люди просто его не берут или не умеют им играть. Да я не знаю, вроде и играть умеют. Артизи всегда на ЛК не играл, сейчас не хочет. Сейчас он на УД ходит в мид. Вопрос, ждете ли вы Питлорда? Еще одно чудовище будет в доте. Да, жду с нетерпением. Как думаешь, выйдет в этом патче или попозже? Нет, сейчас же его могут выпустить к International, может, как-то так. Это же должен быть хайп. Сейчас хайпа не особо, наверное, нет. Сейчас просто будет балансный патч. Может, даже не особо большой. С экономической точки зрения баланс соблюден или нет? Я не знаю, что тебе ответить на этот вопрос. В зависимости от того, что считать балансом. Ну, провели тимфайт, и вот график имеется в виду, что один ключевой файт может, там, не знаю, закомбечить там с 20 тысяч. По каким-то странным вещам, не знаю, по каким, до 25-й минуте график держится обычно. То есть в плюс-минус равных играх, да и даже не в плюс-минус равных, наверное, там 5% игр, которые выбиваются из этой категории. То есть 95% игр до 25-й минуты график держится с преимуществом не более в 5000 голды для той или иной команды. Вот. И за один файт эта голда уходит, или даже за один в размен практически уходит, ну, то есть ближе к нулю. Вот. А только потом уже, видимо, по получению определенных там вещей и так далее, артефактов, на скорость фарма и так далее, графики уже больше начинают разрыв идти, чем 5000. Ну, где-то так. То есть, получается. По-твоему, если, это при равных уровнях команд? Неважно уровень команды, если есть размены, то вот так оно получается. И в этом, в принципе, фишка, знаю. которая тебе не нравится в этом патче, да? Я не говорю, что мне не нравится. Вот. Выигрывать всегда приятно. Потому что... Но не знаю, ли так должно быть. Дим, ты что думаешь по поводу экономики? Порой денег слишком много дает вот за киллы. Как-то совсем несправедливо. Неважно, кого ты убиваешь. Если даже суппорт 5-й позиции с одним сапогом, но твоя команда лидирует и тебя убили, за тебя могут получить там 700 голды на 20-й минуте или что-то такое в этом роде. И ты такой, а за что? У меня сапог всего, он стоит Говорит, и то мне чужого не дешевле. надо, дайте меньше. За меня дают 700 голды. За что врагу столько дает? Вот. Ну, это как-то странно. Дим, ты что думаешь? Ну, мы просто играем в то, что есть. Я не знаю, может, кажется, что с нашей доминацией на лайнах и всем таким прочим мы бы еще больше доминировали и выигрывали игры. Но, с другой стороны, и вражеские команды начнут что-то другое пикать, если патч будет другой. Так что это неизвестно, к чему приведет, если это все поменять. Ну, пока что есть так, как есть. Меня, в принципе, устраивает это. Как вы думаете, то, что патч выходит за неделю до мажора, это правильно или нет? Нет, никто еще не знает, выходит он или нет за неделю. Ну, скорее всего, говорят, что выйдет. Ну, вроде выйдет. Нет, хорошо или нет, правильно ли выпускать его вот за неделю до мажора? Что, скажем так, игроки на мажоре, получается, будут играть в другую мету. На квалификациях. На квалификациях. Ну, они, может, и раньше хотели выпустить, но тут турниры каждые выходные идут. Так что у них времени особо и нет. Не знаю. Просто это все пошло с того момента, когда они начали маленькие изменения к инвокеру, к думу, еще к чему-то там добавлять каждые пару недель. И в итоге последнее изменение было совсем недалеко, по-моему, за 2 дня до самого мажора шанхайского. И поэтому после шанхайского мажора, когда вы только что что-то меняли, выпускать патч, это странно довольно. Я еще тогда подумал, что может быть 2 мажора на одном патче. Но все-таки, скорее всего, выйдет, и не знаю. Ну вот недавно вышел патч баланс, как-то так он называется. Может быть, из-за этого вы стали сильнее играть, нет? Сбалансировали доту-то, наконец-то. Подкрутили под эти эти винтики. Теперь она идеальна, и Нави выходят вперед. Грудь. Не, серьезно, колесом. вот ощущается, что вам вот с этим балансовым патчем стало чуть легче играть, чем до этого было? Нам стало легче играть, когда мы как-то выяснили героев, которых мы хотим пикать, с которыми у нас получается. И после Старладдера, когда у нас была уже уверенность, мы уже пикаем почти что угодно и играем этим. Онлайн пока успешно прошел. Ну, о героях еще поговорим. Ты что думаешь? Патч за неделю до квалификации мажора? Ну, фактически мажора. В зависимости от того... Ладно, я промолчу.
Я думаю, это в зависимости от того, какой патч, наверное, все же. Вот, если много изменений, ну, или большие, крупные, тогда как-то не очень жалко команд будет. Многие, если небольшие изменения, ну, тогда нормально, наверное, быстро адаптируются, подстроятся. В зависимости от количества изменений и насколько они крупные будут. Ну, у вас сейчас достаточно, в принципе, широкий пул героев. Вот ты, Дим, планируешь ли ты его увеличивать? И вообще, на скольких героях ты чувствуешь себя вот комфортно? Ну, это одна часть вопроса. Вторая часть вопроса, когда мы увидим там антимага, допустим, в своем исполнении? Антимага не знаю. Он в патче, по-моему, не особо заходит. Хотя ликвиды сейчас играли, выиграли. Но мне кажется, там ошибки были от противоположной команды довольно серьезные. А пул героев? Да я не знаю. Мы играли против Virtus.pro. Они там к нашим стратегиям готовились. Забанили, законтрили. Я говорю, давайте вайда в сейфлейн. Радианс собрал, игра пошла. Все нормально. То есть это было твое предложение, взять Войда Да. керри? Мое предложение. Команда сразу поддержала или они так? Сомнения были, но Акбар сказал, давайте, все, пикаем вайда. А у кого сомнения были? Надо вспомнить. Я не знаю, у кого были. Вань, Ваня? были? У тебя были? У меня не было сомнений. Понятно, хорошо. Ты пул героев, Пул героев. да. Что? Планируешь ли расширять пул героев? Расширять? Да вот думаю, может на суппорта пора уже пересесть. Да пора, но когда? Расширять буду. Пул героев. Я не знаю, что тебе ответить, Олег. Ну, хорошо, тот же Пудж, который вы брали уже там по фану, скажем так, на Dream League, он не заходит или просто не хотите его брать? Скорее всего, просто не хотим его брать. Отлично заходит, как по мне. Вообще отличный герой. Я не знаю, чем придрались к Пуджу-то. Хорошо, перейдем к вопросу, непосредственно к играм. Вот был финал Старладдера, матч против Вичи Gaming Reborn. Ты взял рапиру. Было такое. Было такое. У тебя не было байбека. Первая часть этого вопроса. Это было Интересный твое вопрос. решение или это было командное решение? Про байбек ты интересно так добавил сейчас. Добавил, хорошо. Это было как бы мое чисто личное наблюдение. Байбек, конечно, не особо полезен обычно. когда Нет, у тебя нет, рапира. я понимаю, Ну да но ладно. тебя могли подсейвить, рапиру поднять. Подсейвить, рапиру поднять, унести. Ну, как ты считаешь, ну, что было решение, твое личное? Ну, Или ты сказал, я я- пришел в магазин, у меня 6 тысяч. Говорю, могу рапиру взять, пойдем заканчивать, пока Ягис есть. Все сказали, пойдем. Все, пошли. Мы же команда, мы уверены в себе, ребята. Че нам, кого бояться? Рапиру давай. Мы бы и без Аегиса бы взяли. Какие вопросы вообще? Ну, вообще, в принципе, в последних играх у вас достаточно часто, ну, не часто, а плюс-минус регулярно появляются эти рапиры. Вообще каждой игре Обычно собираем. их берут, когда либо идешь в банк либо когда все очень хорошо. Когда есть там 6 тысяч, Аегис. Вопрос. В каких ситуациях вы больше берете? Когда вам нужно идти в банк чтобы заканчивать, либо просто чувствуете уверенность, доминацию на карте? Когда ты чувствуешь уверенность и доминацию, ты обычно рапирой не рискуешь. Но как бы рапира, она если нужна только, покупается. На Эмбере зачастую ты не можешь 6 слотов без рапира играть. Потому что тебе дэмэджа не хватит. Ну, а там решение, ну, оно было, тебе казалось оправданным, просто неудачно провели файт или... Ну, считаешь ли ты вот после этой ситуации, что там не стоило ее брать или нужно было по-другому как-то сыграть? Мы могли выиграть с рапирой. Если мы не взяли рапиру, я не знаю, что бы было. Мы бы ничего не сделали с Эгисом, мы не смогли запушить тавер без дэмэджа. Ну, вы до этого, по-моему, там файт выиграли. В итоге мы выиграли, это не значит, что мы выиграем в следующий. Так не работает никогда. Это то все зависит от какая у тебя инициация была, насколько успешна. Против Баланара инициация успешная редко бывает, потому что ты видишь 600, он 1800. У тебя не получится опять напасть, так и убить кого-то. А у него всегда винга свапнет и убьет. Поэтому это был ва-банк. Ну, поэтому пошли заканчивать игру. Короче, смотри. Гонят-то на Димку, но действие-то командное. Объясняю. Пока мы бежали,
Мы даже не успели обсудить, как мы будем пушить этот хайграунд. У нас какой-то там паника, трэш, крэш, там публика кричит и так далее. То есть мы что-то обсуждали, но самое важное мы не обсудили. Что самое важное, это как мы будем пушить этот хайграунд. Мы могли обсудить, пока мы к нему подходим. Мы этого не сделали, поэтому, вот, когда уже начали озвучивать, а сейчас может Винга свапнуть, она как раз в этот момент свапает. Вот. И мы не, если бы мы обсудили даже тот момент, что она может свапнуть, что мы будем делать при этом, мы бы поступили по-другому. Например, у нас был Lotus Orb, который мы могли вешать на гирокоптера, он висит там секунд 7. Постреляли 5 секунд, отошли. Перезарядился Lotus Orb, пошли делать то же самое. Винга, если с Lotus Orb свапается, ничего не происходит. Вот. Дальше второй план действий. Если все-таки свапнули, что мы делаем? Мы отдаем гирокоптера первую смерть. Вот. Он там что-то нажимает, что-то не нажимает, неважно. А когда он встает, тогда мы нападаем. Что же вышло у нас? Безо всякого обсуждения командного и так далее. Мы не успели, реально, нам времени не хватило. Не знаю, что происходило у нас с TeamSpeak на тот момент, я не помню. Вот. Свапают гирокоптера. Вот про Lotus Orb мы там что-то не получилось. В итоге Дима там что-то прожал еще перед смертью. Мы все сразу прыгнули внутрь. Нас сразу начали получать кучу всяких скиллов в лицо и так далее. А он умирает с Аегиса. И пока он встает, мы уже все сами почти умираем. Понимаешь? А если бы мы подождали, пока он умрет, пока он встанет и потом напали, история уже была бы другой. И, возможно, мы бы там бы все и закончили. Вот. А возможно бы и свапа этого не было, если по Lotus Orb мы тоже вспоминали. И так далее и тому подобное. То есть у нас и сыграть правильно не вышло, и вместе мы командные действия не сделали. Поэтому, типа, на Димку гонят, уроды, а он здесь ни при чем. Поступила информация, что на Астралдере был король, который вас чем-то там задел. Кто это был? Что это было? Кричал, заводил публику в нашу сторону, парень какой-то. Он поддерживал, и это Я было... ему кофту отдал. Самый преданный фанат? Да он вообще красава. Он с работы уволился на субботу-воскресенье. Он так и сказал, чтобы нас прийти поддержать. Прикольно. За вашими спинами на Сталладере был Женя Золотарев, директор отдела по работе со всеми составами в Нави. На следующей неделе мы запишем с ним интервью, пообщаемся. Женька красава. Да, на этом турнире он выполнял функции менеджера, правильно я понимаю? Да. А основного менеджера у вас пока еще нет, или уже есть? Ну вот уже скоро будет, наверное, но пока нет. Понял. Тоже, наверное, информация такая, инсайт, что у вас, как я понимаю, появился менеджер, но информация официально появится чуть позже. Да? Женька свою задачу, видишь, как выполнил. Топ-2. Все благодаря... Это заслуга Жени. Ну, Жени и Вити Машины. Хорошо. Ну, для зрителей наших скажу, что на следующей неделе мы пообщаемся с Золотаревым. Он расскажет, что происходит в организации Нави, кто будет новым менеджером, какими, не знаю, качествами нужно обладать, чтобы попасть в Нави. Поэтому не пропустите. А тем временем я задам вам следующий вопрос. Прямой слот, прямой инвайт на мажор. Какие у вас шансы? Хорошие шансы. Искренне говоришь это. От души. Ваня? О, у нас лучшие шансы! Нави, дави! Ты, Дим, что думаешь? Есть шансы получить прямой инвайт или все-таки вам нужно будет бороться через квалификации? Но это неизвестно никогда, потому что не объявили Valve никаких правил. Вроде всегда СНГ команда была в приглашениях, и они, наверное, не хотят, чтобы СНГ команд не было на турнире. А квалификация совместная с европейскими. То есть могут европейцы выйти, а СНГ вообще не будет на турнире. Это будет довольно странно. Ну вот Даня в начале интервью говорил о том, что вы фактически на всех ключевых турнирах там, занимали топ или попадали, или... Ну, вообще для инвайта это может не быть достаточно, потому что квалификации не особо считаются, наверное. На турнире мы только топ-2 и топ-4 заняли. Но среди СНГ это гораздо лучше, чем все остальные. Топ-3-4. Твое ощущение, вам дадут прямой инвайт или нет? Думаю, да. Мы в это искренне верим, но если не дадут инвайт, мы готовы бороться. Хорошо. Какие у вас планы вообще на следующие турниры? Что планируете посещать? Я так понимаю, вы остаетесь здесь, в Киеве, до виплея. Что потом? Потом едем домой, если все успешно. А если не успешно? Если не успешно, играем квалы на мажор. То есть вы ждете виплей, анонса инвайтов, и дальше решаете, будете играть здесь или уезжаете домой.
Хорошо, а глобально вообще по турнирам, вот вы прошли квалификацию на Dream League, ESL Франкфурт, какие еще есть планы? Я не знаю, какие у нас еще есть турниры. Вроде нет. Ты знаешь? Не помню. Ну, что-то есть. Что-то будет. Хорошо. Есть у меня еще такая рубрика, называется «Вопросы из комьюнити». То есть я сейчас задам несколько вопросов, которые пользователи задавали непосредственно вам. Итак, ну, Алексей Мельничук интересовался, чья идея была купить рапиру. Я этот вопрос уже задал. Понятно. Сергей Мороз. Какая была реакция, когда вы нашли рапиру Эмбер на земле возле... Я на ступеньки поднялся по лестнице. Зал кричит. Я пару секунд сижу, думаю, почему кричит. Только потом рапиру увидел. Был такой бонус приятный. Ну, да. Но я не Серега, знаю. хороший вопрос. Спасибо. Окей. Марсель Вахидов. Как часто игроки читают комментарии про себя и не только после матчей? И где именно вы читаете? Марсель, везде. Нет, Везде читаю. Давай, серьезно. А я серьезно? Марсель серьезный человек, серьезный вопрос задал. Где вы читаете и как часто? Постоянно читаю. Я ищу какую-то для себя критику, из которой я могу что-то интересное получить. Ну и где-то из 99% поноса в мою сторону 1% полезного Это получается. когда вы проигрываете. Ты об этом говоришь? Да? Я дико извиняюсь за ностальгию, но в Империи тоже упал рапира на гирокоптере только что. В такой же ситуации. Да, вот наш корреспондент подсказывает, что у Империи тоже рапира упала на гирокоптере. На гирокоптере они все такие. Да, все гирокоптеры такие, поэтому Ох, там что творится сзади. уважим этот момент. Ты ответь, пожалуйста, Дим, читаешь ли комментарии, которые вам пишут, и где читаешь? Reddit читаю. ВКонтакте группы всякие. Твиттер. Твиттер. СКФМ читаю. Пишут туда мне. То есть там ты отвечаешь. Зачем ты рапиру купил? Вот это Так и пишут. Хорошо. Вообще, ощущается ли сейчас на этой вот новой волне, что появилось больше каких-то, не знаю, глоров, или что появилось больше поддержки, но эта поддержка какая-то такая моментная, неискренняя? Есть такое или нет? Ну, поддержка часто и не нужна такая. Можно и без поддержки. А вот когда проблемы будут, тогда поддержать нормально было бы. Это, это как-то заряжает, мотивирует вас? Ну, конечно. Дань, у тебя наверняка есть какая-то теория. без на этот счет? комментариев. Хорошо. Следующий вопрос задает Анжелика Шеремета. Что по поводу тренера? Планируете без него играть или хотите кого-то взять, или просто не можете найти такого человека? Анжелика, переезжай, будешь нашим тренером. Нам не помешает уверенность. Вот сейчас ходят слухи, я так тоже комментарии просматривал, что Lost вроде как бы тайно вас тренирует, но это неправда. Очень тайно. Даже ты не знаешь. тайно. Даже мы не знаем об этом. Хорошо, но что действительно вы думаете по поводу тренера? Нужен он вам, хотите вы его найти? И есть ли кандидаты или есть люди, которые готовы потянуть? Ну, тренеры могут быть, наверное, только из тех команд, которые не прошли на мажор или на интернешнл. И там, может, кто-то будет достойный, кого команда будет слушать, и он может что-то хорошее предлагать. Ощущается нехватка или что вам очень необходим? Или все-таки сейчас на волне вы понимаете, что без него справляетесь? Что значит без него справляемся? Мы всегда можем что-то улучшить, если есть варианты. Сейчас просто вариантов я не вижу, чтобы тренера кого-то позвать. Кирилл Хижин спрашивает, если Витя соляная кислота, кто остальные? И есть ли у остальных шуточные клички? Ванька, добрый старичок. Недорожденный. Недорожденный? Неплохо. Дим, что ты думаешь? Как вообще вы называете друг друга ласково? Соляра. Василий Боженко спрашивает, идти завтра на первую пару или нет? Василий, на твоем месте я бы пошел, а на своем месте я бы поспал. Так, ребят, спасибо большое за интервью.
Какие-то слова благодарности, приветы, пожелания про машину, что-нибудь еще. Огромное спасибо за поддержку, ребят. Благодаря вам мы так и заиграли. Если бы не вы, то мы бы сейчас где-то там на помоечке валялись, отдыхали. Вот. Ну и спасибо также огромное Вите Машине за то, что тащит нас вверх. Спасибо, ребят. Спасибо, Даня. Дим, твои слова какие-то, приветы, пожелания. Да, спасибо всем. Спасибо Ване Арцел. За что? Тащит За нашу что? команду вперед. Неплохо. Не только Витя Машина. А Санейка? Ну, Санейка и так все знают, что он всех тащит. Не обсуждается. Хорошо, ребят, спасибо большое за интервью. Я желаю вам удачи на Виплей и на всех последующих турнирах. Пока. Спасибо. Пока.